И на данный момент у нас вот так вот. Help из 100 миллионов. Ну, то есть пока не очень. Внимательные зрители знают, что каждый новый день вот в этом уголку сменяется дата. И кто следит за этими датами, понимает, что я очень мало снимаю на влоге. Ну, потому что я очень мало выхожу на улицу. Ира, кстати, тоже. Конечно. Да, тоже мало. Да, конечно. Потому что на улице очень жарко. Очень высокий ультрафиолетовый индекс. У меня очень светлая, восприимчивая к солнцу кожа. Это ты из Таджикистана, и тебя вообще ничем не пронять. А я-то из вот этих северных племен. Кстати, надеюсь, однажды мне удастся показать вам, откуда я родом, где я прожил 18 или 17 лет своей жизни. Это такая жопа мира, про которую вы даже никогда не слышали и не видели. Да, теперь я живу в Черногории с вот таким вот прекрасным видом. Но сегодня, несмотря на солнце и все вот это, вот пришлось взять себя в руки, намазаться санскрином и пойти в местное Министерство внутренних дел, в МУП, для того, чтобы сдать документы наконец-то на получение вида на жительство. Наши документы наконец-то все готовы и можно сдаваться. Ну а вот почему мы на пляж не ходим. Жесть, да? Для чего же нам нужен этот вид на жительство? Во-первых, чтобы, конечно, не визаранить, не выезжать из Черногории каждый месяц. Потому что сейчас мы не можем находиться в стране больше месяца. Каждый месяц нам нужно выехать и въехать в страну снова. Это первое. Ну а второе, такое время неопределенное, что мало ли что будет завтра. Может быть, безвизовый режим России и Черногории вообще будет расторгнут, и мы не сможем здесь вообще находиться. А наличие вида на жительство защитит нас от этого. Все, вышли мы из МУПа, и нам дали вот такие вот бумажки. Называется «Потверда». То есть это подтверждение о том, что мы сдали документы. И вот у меня написано, что 29.08, то есть через 2 месяца, да? Ну, через 1,5 где-то месяца, что я могу прийти и получить свой вид на жительство, боровок. У Иры раньше, у Иры 3 августа, потому что я подаюсь как на восстановление семьи. То есть Ира получает основной боровок, а я восстанавливаю с ней семью и к ней иду прицепом. Поэтому ее первый, мой второй. Очень жаль, что так не скоро мы их получим, потому что без этих боровков мы не можем податься на шенгенскую визу. И, соответственно, в Париж мы еще не скоро поедем, к сожалению. Ну что, Ирина, за боровки? Ура! Нас не депортируют уже, у нас есть подтверды. Мы уже не нелегалы. Да. Мы больше не туристы, сынок. Бедные пацаны. Она заняла их лежанку. Посмотрите на эти обреченные глазки. Они кричат: папа, 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 забери ее. Почему она лежит на наших лежанках? Почему она спит на нашем балконе? Смотрите, у нас тут произошли небольшие изменения. Во-первых, мы поняли, что $1 миллиона нам очень мало, поэтому это теперь путь к 100 миллионам. Я считаю, достойная цель. Ир? Ты говоришь, как будто ты не хочешь 100 миллионов. Ясно. Понятно, да. У нас в команде диверсант. И смотрите, мы реализовали пока что только один пункт из нашей программы, это китайские площадки. А теперь реализуем второй пункт – фестивали. Мы решили начать с нашего клипа «Вечно юный смел» и отправляем его на различные фестивали музыкальных видео. Мы сейчас отобрали 17 фестивалей, у которых дедлайн в ближайшее время истекает, и подаем заявку. И что я вам хочу сказать? Фестивали – это очень-очень дорого. Ну, может быть, не очень-очень дорого, но как бы дорого. То есть сейчас вот $500 уйдет, а я планирую еще как бы и пациенты Zero позакидывать на фестивале. Короче, у нас теперь появилась постоянная статья расходов участия в кинофестивалях. А может, если не участвует, то мы сэкономим $1 миллион?
Ну, нам-то надо 100 миллионов, поэтому сэкономленный миллион нам ничем не поможет. Все, оплачиваем. Так что, если в ближайшее время вы увидите наши ролики, наши короткометражные фильмы на каком-то кинофестивале престижном, или увидите нас на красной ковровой дорожке «Оскар», то знайте, все началось прямо здесь. Так, ну нам денег, короче, не хватило, пришлось выкинуть пару фестивалей. В итоге мы на 15 фестивалях. Ну, как бы тоже неплохо. Посмотрите, какая у меня фотка крутая. Это я режиссер. Есть. Так, а сегодня мы решили поехать на Гавайи. В принципе, недорого, всего 4 евро. Ир, Да, круто, да, за 4 евро на Гавайи попасть? вообще, это лайфхак. Да, предложение. Люб, ну на Гавайи за 4 евро. Да, вообще, вот что называется за граница. Ну что, а? На Гавайи. Мечтал? Да. Я был уже на Гавайях. Был на Гавайях? А я еще не был. Ну, я тебе покажу там все. О, команда Такси Дина. Дело в том, что здесь, в Будве, остров Святого Николая называют Гавайями. Вот поедем и посмотрим, похожи они или не очень. Я смотрел ролики про Гавайи, так что знаю толк. Вот этот остров, остров Святого Николая. Гавайи. Да, я снимаю себя в своем очке. Не надо, пожалуйста. О! Так. У Иры упала кепка, уплыла. Отважный мужчина Дмитрий нырнул за ней. И... Дмитрий save the day. Довольно? Ну вот, мог бы сухой достать ее. Ну да, а то что-то мокрую, да, принес? Вообще. Дим, каково это быть героем? Я обычный земляк, такой же, как и вы. Обычный человек. Не переживай, мы тебя уже обсудили. Ну вообще мог бы и сухую принести ее. Ну если что, я тебе дам свою. Нифига, какой тут прикольный пирс. Последний раз мы здесь были в тот день, когда утопили дрон. Кстати, где-то вот здесь это было. Вот здесь, по-моему, да? Да. Вот здесь вот, получается, мы искали его, вот здесь вот. Кто не помнит этого эпизода про то, как мы топили дрон и ловили его, вот в этом вот влоге можете посмотреть. Очень кайфовый влог, рекомендую. Ныряем. Так, официально заявляю, что это его идея. Я не участвую здесь, лишь для того, чтобы зафиксировать его смерть, если что. Ну, что-то Дима нет, он должен был уже выплыть, по идее. Неужели притонул? Жесть. Все нормально, Дима живой, пришли сюда к девочкам, а тут безудержное веселье. А что? И Дима уже тоже здесь. Ты что делаешь? Всех уведомляю, что я проплыл пещеру. И не умер. И не умер. А видимо девочки ждут его уведомления, чтобы лайк поставить. Я делом занят, я кинофестивали проверяю. Ну вот и все, команда Такси Дина закончила свой отдых на Гавайях. И пошла к Такси Дину, чтобы погулять с ним. Какая красота, конечно. В прошлом влоге я рассказывал, с каким трудом нам достался кофе Неспрессо. Мы летали за ним в Белград. Но еще труднее это перерабатывать капсулы. Ведь здесь нет бутика, нельзя туда прийти просто и отдать капсулы. Поэтому их нужно расчленить. Решили, получается, вскрыть капсулы, отделить кофе из них, помыть капсулы, расплющить их и капсулы сдать как алюминий, а кофе на удобрение пустить. В леске прикопаем, наверное. Но мы еще почитаем внимательно, полезно это или не очень. Вот смотрите, получается вот такие красивые помытые капсулки. Мы делаем вот так вот. Идеально, я считаю. Ну вот это на тебе помять их.
Я работаю, я пошел работать, наверное. Вообще в мире ежегодно более 7 миллиардов капсул алюминиевых кофе выпивается. И поэтому обязательно, если вы пользуетесь капсульным кофе, обязательно утилизируйте. Видите, нам вот так вот приходится, но уверен, что вам это можно сделать гораздо проще. Я MacBook себе купил. Что ты смеешься? Я была уверена, что так и будет. Помните, полгода назад я обещал, что я у Иры не заберу ее MacBook. Я провалился. Смотрите, это Ирин MacBook. А вот Ире мы купили новый, красивого цвета Space Gray. Ире купили ноутбук, да? Угу, да. Подожди, только уточни, что послабее. Ну, не сильно слабее. Ну, чуть-чуть. В общем, Вот так жене самое плохое, как всегда. у него цвет. И что мне цвет? Что мне от этого цвета? Значит, смотрите, они абсолютно одинаковые. На M1 Max с 1 терабайтом хранилищем, но здесь 64 гигабайта объединенной памяти, а здесь 32, то есть. Ну, Ире это более чем достаточно. А переплачивать еще $400, как бы, ну такое. Цена в вопросе была всего $400, да? Целых $400. Ну и здесь их нет в наличии. Короче, я считаю, что это было просто рациональное решение. А они на меня накинули, что я людоед и не даю просто людям спокойно жить в этом доме. Что за несправедливость? И последние 2 дня я переезжал с моего Windows компьютера на Mac. Ну, все достаточно бесшовно получилось, потому что я уже на Ирином компьютере немного работал, уже немного понимаю. Сейчас сбрасываю свой Windows компьютер и отдам его Грише, потому что у Гриши слабенький Mac, старенький. Ну, у него не то чтобы слабенький, но он просто не предназначен для видеомонтажа. В общем, я отдаю этот ноутбук Грише, а Гриша свой ноутбук отдает Любе, а Люба, я надеюсь, свой выкидит, чтобы мы его больше никогда не видели. Так что в ближайшее время производительность моего труда сильно вырастет за счет нового компьютера. Потому что этот малыш очень мощный. Очень. Вы тут смотрите, да? Вдруг тут людишки, скажи, левые ходят, по-нашему, скажи, двору, негодяи, скажи. Какие вы молодцы. Вам тут хоть доплачивают? Нет. Вообще офигевшие. Я поговорю с руководством отеля. Я считаю, что ставка охранника, 1 на 2, вам обеспечена. Еду в автосервис, буду сдавать машину на ремонт. Алды помнят, что на Новый год я разбил бампер. Случайно, конечно. И обещал машинке, клятвенно обещал, что я ее починю. Но обстоятельства сложились так, что не вышло. И когда приехали сюда, в Черногорию, я почти сразу написал автосервис, где я тут обслуживаюсь. Они сказали, да, без проблем, Илья, но через 3 месяца у нас очередь. Вот, я записался, и время пришло сегодня. Сегодня 9 августа, и мое время пришло. О, кто-то ласты выкинул, уже 2-й день тут лежать. А Дима зачем-то покупал себе. Понятно, что они как бы детские, но пальчики вот так вот поджал, и нормально должно быть. Привет, машинка. Ну вот, собственно, смотрите. Вот так вот я разбил бампер. Я когда заезжал во двор, там яма была, на кирпич наехал. И получается, из-за этого бампер перекосило, и он вот здесь вот встает криво. Ну, на сервисе ребята сказали, что починят как надо все, что ничего не будет заметно. Цена ремонта мне озвучили 150 евро. И 3-4 дня. Движение, конечно, ужасное по городу. Трафик плотный, потный. Дорожки узенькие, куча припаркованных. Ну, вот здесь нет, а вообще припаркованных по обочинам и по тротуарам машин. Короче, не прикольно. Зимой лучше. Мне сказали, что Василиса приехала. Вот сижу, жду ее напротив окна. Когда же она уже придет? Вика, а что ты одеваешься так красиво? Сказал, Василиса идет. Надо красивым быть. О, оказывается, у нас стол раскладывается, прикиньте. Василиса! Василиса, это ты! Привет! Привет! Подождите, куда вы торопитесь? Все для влога надо снять. Давайте. За Монтенегро! Джей,
Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. А теперь будем чаще видеться, получается. Да-да-да. Пока. Все, наша машина готова. Всего 2 дня занял ремонт. Но у меня нет кэша, поэтому сейчас надо пойти в банкомат, снять наличку. Поэтому взял с собой Иру, она такси ловить будет. Ир, покажи, как ты ловишь такси. Нет, я имел в виду, руку поднимаешь, кричишь такси. Я люблю свою жену, никогда ее не брошу. Это при мне она стала плохой, а брал я ее хорошей. Смотрите, не знаю, видно нет, но вон там вот молния ударила в гору и до сих пор еще тлеет пожар. Вообще в этом году очень много, да, пожаров? Да. Очень сухо, и молнии бьют и поджигают. Привет, машинка. Тебя не обижали? Вот смотри, вытащили. Не, ну круто. Бампер мне ставили не новый, а запаяли мой, потому что Солярис здесь официально не продается, соответственно, запчастей на него нет. И стоило бы очень дорого доставка бампера и так далее. Ну, как бы получилось вполне прилично. И, ну, более чем достаточно, на самом деле. Моя машинка знает, что я всегда обещания выполняю. Иногда долго, но всегда выполняю, машинка. Что-то какие-то стулья больше, чем столы. Господи, Солярис, ты великолепен, а? Вообще. Ну все, отдыхай, машинка. Все, заменили стулья в кабинете. В чем проблема? У нас не хватало стульев на кухне, и мы использовали уличные вот эти стулья, которые Люба сейчас убирает. Они, видимо, долго стоят на солнце, и они крошатся уже. Вот это все сыпется с этих стульев. Ну теперь, наконец-то, у нас дома будет чисто. Надеюсь. А, это болт-фильтр, да? А, волосы на месте. Гриша брил. Это фильтр. Гриша брил. Да это фильтр, не верьте. Да, было хорошо. О, смотрите. Хорошо видно, это наше семейное родимое пятно. У нас у всех такое есть. Скажи, ну ладно, лысый Дима, если ты будешь мне чесать пузо, то я принимаю тебя в семью обратно. Ты что? Да. Ты говоришь, что это я плохо пою, да? Сейчас. Здесь у кого-то вечеринка. Родина! Пусть кричат Родина! Так, у нас приключилась беда. Вчера был сильный ветер, и у Любы улетели ее штаны и упали на террасу квартиры снизу. Поэтому мы начали подготовку к операции спасения. Пом-пом-пом-пом. Пом-пом-пом. Пум. Так, получается, вот здесь у нас стоит сушилка для белья, и с нее сдуло, и вон они, Любины штаны. Ира, где наша удочка? Почему Ира должна знать, где ваша уточка? Это же реквизит, ты ответственна за реквизит. Фишинг — это мужское хобби. Нет, это реквизит. Реквизит. Давай удочку. Та самая удочка, на которую Дима ловил русалку вот в этом вот ролике. Посмотрите, очень крутой ролик. А вот, кстати, трофейные волосы русалки. Где-то тут еще и хвост лежит. Ага, супер. Люблю запах рыбалки по утру. Так, длины достаточно. Так что теперь подвязываем все. И займемся рыбалкой. Точнее, штанялкой. Дима делает муху. Думаешь, клюнет? Ну, думаю, шанс есть. Я же делаю. А лысые парни, они слов на ветер не бросают. Давай, Димон. Мы верим в тебя. Димон! А, почти! Надеюсь, никто в полицию на нас не пожалуется. Скажи, когда уже у них получится, скажи. Без меня не сплавляются вообще.
Брось, брось. Давайте еще раз. Мне кажется, я там плохо снял, когда их подцепляли. Кидай! Дим. Это в очередной раз доказывает превосходство человеческого разума Над любимым. над любимым. Нет, в смысле, над природой, над обстоятельствами, над всем вот этим. Человек может все. Think about it. Дим, зачем ты сменил свой имидж? У меня не было плана. У меня было пиво и бритва. Понял. Расскажи, зачем ты решила сменить имидж? Я подражаю Диме. У тебя тоже есть пиво и бритва? Ты это сказал? Да, он это сказал. Надо скорости говорить, договариваемся в ответах, а? Да, у меня есть пиво и бритва. И... Не дергайся, что ты. В смысле не дергаться? Как с такими косми не дергаться? Чё это, скажи, за фигня такая? А что, нельзя было просто так себе игрушку купить? Итак, смотрите, вот это наш новый штатив. А вот это наш старый штатив. Ну и что же стоит такой штатив? 900 евро. Вот так вот. Кино снимать это вам не дешево. Сколько, скажи, он стоит? 900. Повтори. 900. Это сколько, скажи? Итак, 900 делим на 15. 60! Кись! 60 игрушек можно было купить. Ну, это залет, папочка. Ой, теперь у нас такая маленькая камера. 60 игрушек. Пап! А что во втором пакете? Точно такой же, как у нас. Только другой фирмы. А слайдер стоит 400 евро. Но достал такое специфическое оборудование здесь, в Черногории, я с помощью доставки из Сербии. Есть один магазинчик, в принципе, очень приличный у него выбор, и они из Сербии привозят сюда, в Черногорию. Конечно, я заколебался, потому что они ни в мессенджерах не переписываются, ни по-английски не общаются. Очень долго мы, наверное, 1,5-2 недели у меня заняло все это оформление покупка, но теперь этот ящик Пандоры, считайте, уже открыт, и можно заказывать какие-то еще крутые штуки, какую-то технику. Так что извини, Дин, будем твои деньги тратить на технику. Неправда. Правда. Давайте проголосуем. Проголосуем? Нет, давайте это без голосований. Какой самый сложный пункт из всего этого списка в нашем пути к 100 миллионам долларов? Написать книгу. Потому что мы еще те писаки. А что, нанимаешь себе писателя, он пишет. Нет, не душевно. Понятно. А я считаю, что самый сложный пункт – это YouTube одно видео в 2 недели. Практически нереалистичный. Но мы придумали даже, как сделать это и при этом сохранить нашу вот эту историю про длинные ролики, фильмы. Мы будем выпускать ролики-тизеры, по крайней мере, будем стараться. Будем выпускать 1, 2 или 3 максимум ролика-тизера коротких, которые будут каким-то образом отсылать вас к следующему большому ролику. Вот сейчас мы это проверяем. Можете вот на этот плейлист нажать, там будет 3 ролика, я думаю 3. И посмотрите, как это все смотрится, все целиком, вот за раз. Мне кажется, прикольно. Мы и увеличиваем количество контента на канале, и в то же время продолжаем снимать длинные ролики. Кайф. Короче, пункты вообще на самом деле-то закрываются. Но 100 миллионов все еще нет. Вообще, я думаю, это очень правильное решение, потому что мы на YouTube зашли в тупик. Мы сами себя загнали в этот тупик отчасти. То, что мы постоянно усложняли ролики. Из-за этого все реже и реже происходили релизы наших роликов. И вот сейчас мы снимались до того, что в этом году у нас впервые за 6 лет у нас падение трафика на канале. Падение трафика существенное. Вот если сравнивать с прошлым годом, с аналогичным периодом, сравниваем с предыдущими
65 днями, и получается на 51% меньше просмотров. Ужас. Это очень существенно, соответственно, обвалился и доход, и надо как-то выбираться из этой ситуации, но при этом постараться максимально не изменять себе. То есть продолжать гнуть свою линию, то есть снимать длинные интересные ролики, которые позволяют нам расти как рассказчики истории, как сторителлеры, так и как операторы, как и режиссеры, и вообще как фильммейкеры, но в то же самое время и увеличить количество выпускаемых роликов. Это очень непростая задача, но будем стараться. Сегодня 31 августа, еще столько событий. Во-первых, сегодня день рождения у Васи Матаева. Василий, мы тебя все поздравляем. Я думаю, мы тебе еще все позвоним и поздравим тебя с твоим 34. Оставайся всегда таким же молодым. Во-вторых, сегодня последний день лета официально. Это значит, мы перелетовали. Как я забрала пальмовое первенство у Ильи. И я иду наконец-то за своим боровком. Как будто бы уже начинают даже складывать лежаки. Но может быть, я только в 7 утра, и все они их наоборот раскладывают. Итак, ба-бам! Мой заветный боровок. Ира-то свой боровок получила, а мне теперь надо взять копию ее боровка. Хорошо, что у нас дома есть принтер. И отнести им. Потому что я получаю боровок по восстановлению семьи. И нужно показать, что у моей семьи уже есть боровок. И только после этого пойдет у меня отсчет еще 30 дней. Его начнут изготавливать. То есть мой вид на жительство будет готов в октябре. Видимо, так. В общем, мы так долго получали наши виды на жительство, что пляжный сезон почти кончился. Смотрите, народу почти нет. Ну что, поехали? Аттракцион очередь. Ну, в общем, никакой очереди-то и не было. Я так нагнетал обстановку, да. Зашел и за 5 минут сдал все документы, все. Круто. Помните, я давно говорил, что хочу вот эти шторки поменять. До шторок пока руки не дошли. Зато смотрите, что у нас есть. Новая тумбочка. Во-первых, она белая, красивая. А во-вторых, она короче, чем наша тумбочка отсюда. Ну что, здесь тупо, посмотрите. Тумбочка вылазит вот так вот. С каждой стороны из-за стены. Ну, это выглядит абсолютно уродски. Поэтому мы заказали тумбочку поменьше. Сейчас посмотрим, как это будет смотреться. Точно? Ну, как-то так получилось вот. Привет. Ну, вроде пойдет, сказано, нормально. Зыть можно. Тумбочка нормальная. Прячься. Давайте закроем. Хвостик только не прищепи. Вау, какая тумбочка удобная. Вылазь. Ну вот, видите, ничего не торчит. А эта тумбочка, вот она, уехала в кабинет. И сейчас я постараюсь разобрать все вот это вот барахло. Фух, что-то я уже устал. Теперь видите, как-то это более цивилизованно. Сегодня особенный день. День презентации Apple. Скажи, очень интересно, что Apple представит, скажи, сегодня. Когда уже будет с распознаванием носа телефон, чтобы я купил себе. Ну, короче, с часами жидко они обделались. Ничего нового. Смотрим дальше. Слушайте, забыли все, что я сказал. Apple Watch Ultra. Ха-ха-ха. Ну что, iPods Pro продали вам? Слушайте, ну вообще прикол то, что они цену не подняли. iPhone Pro 14 стоит $1000. $1000. Продали! iPhone продали вообще 100%. Спасибо, Apple. Я даже не надеялся, что будет так круто. iPhone продали. Наушники продали, если вы любите вот эти внутриканальные, да, Димон? Часы просто. Конечно, обычные S8, ну, ничем не отличаются, по сути, от S7, но ультра просто какие-то нереальные вообще. Спасибо, Apple, за наше счастливое детство. Чё сидим? На концерт. Концерт чего?
Смоква. Говори за себя на концерт. Ждем, когда можно будет покушать. Сегодня в этой маленькой церквушке, недалеко от Святи Стефана, будет проходить праздник смоква, фиг, инжир по-русски. Тоже люди подходят, и тут вот такой потрясающий красивый стол. Куча каких-то вкусняшек. Боже, как все вкусно и красиво. Это хворост. А вот, собственно, и смоква. Смотрите, как тут красиво все украшено. Это типа инжир. Висит такой на веревочках. Беги, бегом! А что, правда? Да, давай! Вала! Самолетик. Вкусно? Блин, очень вкусно, да. Он лимонный, творожный, лимонный. Вкусно. Что, все, пошли? Не, подожди, там, мне кажется, вино разливают. Вино разливают. Наливают. Поели и хватит. Да, Люба? Да, было очень вкусно. И концерт великолепный. Где теперь найти рецепт этого творожного лимонного пирога? На сайт надо зайти и просто узнать, где их продают. И все. А вам что, хворост не дают? Бараны. Поехали! Расскажи, почему ты снимаешь свои косички? Ну, чтобы в шее не завелись, там все дела. Сказать, эй, подписывай. О, Господи, да я тебя тоже очень люблю. Я тебя люблю. Что такое? Что случилось? В общем, посмотрите, какие получаются кудряшки Сью. Все смотрится круто. Может, тебе химию сделать лучше? Во все тяжкие. Можно было, конечно, поступить проще и сделать вот так. Чик-чик. Чик-чик, да, но это... Смотрите, кстати, мы, конечно же, все снимаем на видео, все снимаем на стоке, потому что как бы кушать хочется всем. Все на продажу. Джей. Вообще заглядей. О, господи. Какой красивый. И да, и у Любы наконец-то ее стоковая роль. Люба, ты долго этого добивалась? Прорвалась. Прорвалась в шоу-биз, да? Ты долго пробивал? Они меня не снимают. Не снимают? Она. Ира не терпит конкуренции, да? Она завидует просто. Что я покупаюсь иногда на стоках. И не пускает меня. Ир, слушай, ну, я не хотел тебе говорить, но мне так нравится гораздо больше, чем с косичками. Стильно. Ну, лучше, чем было. Так очень на Варламова похоже. На Варламова? Илья Варламов – это блогер. И я почему-то до сих пор не инагент! Я требую! Чё ржете? Ну, простите, молодой человек, я вас это мешаю, да, вам? Уже 5-й раз, наверное, записываю эту подводку. Иду в МУП, хочу получить боровок. Надеюсь, он уже готов. Потому что прошло уже много-много месяцев. Месяца, наверное, 3 прошло с тех пор, как я подал документы. До сих пор еще не получил. Ну, полака, здесь все не быстро. За это время успел туристический сезон закончиться, посмотрите. Никого уже нет. А погода прекрасная. Наверное, градусов 18. Приятный морской воздух. Никаких туристов.
Просто рай на земле какой-то. Самое лучшее время началось в Черногории. Черногория такой, какой я ее помню. Ну все, можете меня поздравить. Заветная карточка у меня в руках. Теперь у меня станет чуть-чуть больше прав. Чуть-чуть больше я смогу делать. Это очень приятно. Ну и, конечно, находиться здесь абсолютно легально до 28 августа 2023 года. Что, в принципе, достаточно прилично. Смотрите, кого я подцепил. А я, блин, тоже теперь вообще легал. Тоже? Ничего себе. Всё, я буду по Слушай, нему пить. кому попало раздают виды на жительство? Ладно мне, тебе-то за что? Вообще-то за вклад в культуру Черногории. Да, ну Где вы ладно, таких ладно. хороших фотографов что найдете тут? Ну а на этой радостной новости я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Впереди еще много чего интересного. До встречи.